Всем привет. Подскажите, как хорошо меня слышно? Напишите в чатик. Ну и хорошо ли видно, собственно говоря? Возможно, качество надо будет уменьшить. Ребята, зрители, подскажите, пожалуйста, меня хорошо ли слышно? Значит, слышно. Хорошо. Давайте будем потихонечку начинать. Начнем с небольшой теоретической информации. Вот, ничего особенного не будет, но тем не менее. Стрим сегодняшний будет посвящен основам работы с Mirror в Unity. Mirror — это такая надстройка для мультиплеера, которая использует стандартный юнитевский мультиплеер как основу, но при этом достаточно сильно авторы ее доработали, для того, чтобы она хотя бы как-то минимально хорошо работала, потому что основа юнитевского мультиплеера была достаточно недоработана, и, собственно говоря, она поддерживаться прекратила уже, ну, не знаю, год, наверное, может быть, полтора. Вот. И давайте просто в целом на пальцах разберем, как в целом работает базовое взаимодействие с любыми, не знаю, виртуальными объектами и пользователем, например. Здесь все достаточно просто. У нас есть некий объект, у него есть разные состояния. С помощью разного рода действий мы можем эти состояния изменять так или иначе. Условно, у нас есть персонаж, который находится в точке А. Соответственно, его первый стейт, первое состояние, это, ну, условно, точка А. Если мы нажимаем кнопочку движения вперед, например, да, производим некое действие, либо экшен, состояние персонажа меняется. У него он передвигается в точку Б, и у него состояние становится state 2, ну, либо B, смотря как вы его назовете. И так до бесконечности. В одиночных играх, либо в приложениях все, в принципе, таким образом и происходит. В мультиплеере все чуть-чуть по-другому работает.
Самую малость плеерных сессий либо в играх, либо в приложениях. Первый способ называется peer-to-peer, и есть приложение, запущенное на телефоне, на другом телефоне, может быть, даже еще на компьютере, и все изменения состояний с каждого клиента, с каждого устройства передаются другим устройствам одновременно. Соответственно, только после того, как обмен информацией между всеми устройствами завершится, только после этого состояние у всех клиентов будет обновлено. Соответственно, логично, что здесь скорость обмена равняется на скорость интернета самого слабого, скажем так, клиента. То есть, если у одного из клиентов интернет очень-очень слабый, полмегабита, например, да, то все будут ждать, пока у него все обновится, пока он передаст свою информацию другим клиентам, к примеру. Плюс, добавок ко всему, здесь еще вот при таком вот подходе встает вопрос того, как отлавливать читеров, потому что, ну, мы можем, в принципе, любую информацию передать другим клиентам, мы даже можем сообщить о том, что мы подпрыгнули на 500. Отлавливать, ну, как бы способы вроде как-то и есть, да, но это все равно лишний геморрой. Плюс такого подхода заключается в том, что нам не нужно содержать никакие сервера, да, если мы делаем какую-то мультиплеерную игру, мы можем вообще забыть про сервера в таком случае и оставить эту нагрузку, скажем так, на самих пользователей, на самих клиентов. Другой подход, чуть более надежный и чуть более распространенный, это как раз подход, при котором у нас используется общение между клиентом и сервером. Здесь на схеме я нарисовал одностороннее, скажем так, взаимодействие. На самом деле оно двустороннее. Другое дело, что клиент, совершая действие, фактически совершает все-таки не действие. Он совершает запрос в сторону сервера о том, может ли он это действие совершить. Сервер, соответственно, может провести целый ряд проверок о том, ну, собственно говоря, говорящих нам о том, может ли клиент это действие совершить. И после этого совершает действие, а потом отсылает клиенту обратно информацию о том, какое действие было совершено. То есть, условно, если мы хотим, чтобы у нас персонаж на клиенте куда-то там сдвинулся, да, мы нажимаем кнопку и отправляем серверу запрос. Сервер проверяет, можем ли мы куда бы то ни было сдвинуться. То есть, например, если у нас там препятствия, или, к примеру, может быть, мы информацию какую-то ввели, ну, заведомо ложную, например, мы можем, вернее, сдвинуться на метр, например, а мы ввели информацию сдвига на 500 метров, да, сервер это может все отловить, и если все вводные данные подходят, да, соответствуют тому, что, в принципе, теоретически клиент может сделать, тогда сервер передвигает персонажа и возвращает клиенту информацию о том, что персонаж передвинулся, и персонаж двигается уже на клиенте. Вот. Это, в принципе, все по теоретической информации на сегодня. Давайте я сейчас в чатик заскочу. И расскажите мне, пожалуйста, все ли было понятно из того, что я рассказал, а я пока что попробую разобраться с качеством, чтобы у меня было поменьше лагов. И так, сейчас с видео все получше, подскажите, потому что я сейчас параллельно тоже стрим посматриваю в маленьком разрешении, все равно буферизуется. Все так же или стало получше? Вот прям аж настолько все плохо, что аж 3 смайла, да? Ну, раз в полминуты это на самом деле не настолько плохо. Давайте я сейчас еще в настройках что-нибудь посмотрю.
Ладно, давайте сейчас немножечко к следующему блоку перейдем. Он немножко короткий, да? Я потом опять вернусь в чатик и заодно посмотрим уже, насколько все стало лучше или наоборот хуже. Так, по плану у нас сейчас будет просто создание проекта быстренько, да, импорт mirror и все такое прочее. Здесь ничего особенного нет, но тем не менее я это все-таки покажу. И, в принципе, проект создается как обычно, да, вы можете в HDRP его делать, можете в URP делать, это все совершенно не важно, mirror будет работать и там, и там. Находится он в Asset Store, находится, как ни странно, по слову mirror. Вот с таким вот красивым логотипом. Недавно только появился такой. Все, скачиваем, импортируем. И все у нас есть. Mirror предоставляет целый ряд инструментов, которые позволяют, в общем-то, автоматизировать создание игр мультиплеерных. Там реализован достаточно серьезный функционал, часть которого я в том числе тоже еще как бы даже не трогал. Вот. Но самые-самые простые демки, да, сессионные какие-нибудь шутерки или что-нибудь в этом роде можно создавать достаточно просто и достаточно быстро, если просто знать основные закономерности, скажем так, того, как это все работает. Давайте в чатик еще. Не конфликтует, там все нормально должно быть. Ну, если только вы, наверное, какой-нибудь фотон установите, да, одновременно с миррором, то вполне возможно, что появятся какие-то проблемы. Но зачем? Вот, хорошо. Теперь смотрите, начинается все достаточно легко и тривиально. Самый главный, наверное, компонент в любом приложении, скажем так, с миррором, это Network Manager, так называемый. Это класс, который в мирроре, собственно говоря, сделан, и который мы можем расширять своим вводом, о чем мы сегодня тоже поговорим уже. И Network Manager как раз отвечает за, в общем-то, самые базовые вещи, такие как подключение клиента к серверу, за создание сервера, например, или за создание клиента. Mirror не зря называется миррором, да, зеркалом, потому что он фактически позволяет объединять в одном приложении сразу и сервер, и клиент. Причем сервер может быть не просто как бы клиент, который хостит этот сервер, а именно полноценный сервер, который клиента на себе не имеет, так или иначе. Вот, ну, условно, смотрим на себя как в зеркало, скажем так. Здесь давайте сразу создадим пустой объект и назовем его managers. И в нем создадим еще один пустой объект и назовем его netManager. Ой. Это будет контейнер для Network Manager, который можно найти в компонентах. Когда мы добавляем Network Manager, вместе с ним добавляется еще KCP Transport. Это немножко низкоуровневая штука. Это вещь, как раз этот компонент отвечает за фактически за само подключение к серверу либо клиенту, в зависимости от того, что вы запустите. Эту штуку, несмотря на ее низкоуровневость, можно переписывать. И вообще, в принципе, здесь несколько транспорт предоставлены. В том числе есть транспорт, который позволяет подключаться к Steam условно, да, и играть через Steam. Но это уже как бы немножечко другая тема. Пока что просто учтите, что он есть, и это
эту штуку можно так или иначе менять. Здесь же порт указывается и ля-ля-ля, тополя. Но нас сейчас в первую очередь интересует Network Manager, и здесь нас интересует тоже не так много настроек. Нас, во-первых, интересует настройка Player Object, Player Prefab. Сюда мы должны добавить префаб игрока, то есть непосредственно персонажа условно игрока, который будет спавниться в игровой сессии. Его надо будет заранее подготовить, это мы сейчас тоже сделаем. Вот, здесь можно указывать максимальное количество игроков, вернее, максимальное количество подключений, но это во многом одно и то же. И, в принципе, пока что нас здесь больше ничего не интересует. Network Manager должен находиться в сцене у каждой, скажем так, мультиплеерной копии приложения, которая запущена на разных машинах обязательно. То есть у вас могут, конечно же, быть сцены офлайновые, скажем так, которые не содержат в себе Network Manager, например, меню, которое запускается только у клиента на его устройстве. Но когда он подключается к игре, и переходит в сцену, которая должна, скажем так, подключаться к мультиплеерной сессии, то в этой сцене обязательно должен находиться Network Manager. Мы пока что будем пользоваться стандартным, но чуть попозже его, наверное, расширим, потому что стрим у нас сегодня будет не меньше 2 часов. Вот. После этого давайте еще сразу же добавим Network Manager HUD. Это пользовательский интерфейс просто, да, который упрощает подключение фактически к серверу или там создание клиента, создание хоста, неважно. Как это все выглядит, давайте сразу посмотрим. Здесь у нас сейчас за счет добавления как раз компонента Network Manager HUD появляется вот такое вот меню. Давайте, наверное... Вот, так сделаем. Появляется вот такое вот меню, которое позволяет нам создать либо хост, это сервер плюс клиент, как здесь написано, да, либо создать клиент, ну, подключиться как клиент. Правда, он сейчас подключаться никуда не будет, потому что сервер у нас нигде не запущен. Он, видите, вот пытается подключиться и со временем скажет, что ошибочка есть. И можно запустить только сервер. Сейчас у нас запущен сервер, и к нему, в принципе, чисто теоретически уже мог бы кто-то подключиться. Здесь же можно вбивать адрес, да, но мы оставим localhost, потому что мы тестировать все будем на локальной машине. На этом компьютере. Хорошо. Сейчас давайте я уровень быстренько сделаю. Ну, как уровень? Сделаю просто пол, фактически. Может быть, со стенками. И камеру я, наверное, подниму так, чтобы вид был немножечко сверху, чтобы в дальнейшем все было чуть более наглядно. Так, чатик чекаю. Вопросов никаких нет, да? Пока что. Если что, прям пишите, я периодически чатик буду смотреть. Да и, в принципе, для уровня нам этого хватит. Сейчас давайте с вами попробуем создание точки спавна для наших игроков. Здесь тоже все достаточно просто. Mirror предоставляет уже готовое решение для этого всего дела. Я традиционно сделаю пустой объект для точек спавна. Это просто делается для удобства, чтобы было проще ориентироваться в иерархии. И создам пустой объект, назову его spawn point. И, наверное, так, spawn points я, наверное, выровняю по нулю, чтобы удобнее было. Я все делаю. Ну, какой я молодец, а. Все, сейчас, быстренько. Я на рантайме это все делал. Так. Level. Так. Spawn points. Spawn point. Да, для того, чтобы объект у нас начал вести себя как точка спавна, нам нужно добавить компонент Network Start Position. Он тоже вот здесь вот mirror есть. И как бы в самом компоненте вообще ничего не находится совершенно, да, он просто существует. Его использует Network Manager, и, собственно говоря, некоторые настройки спавна находятся в Network Manager, и мы сейчас к ним тоже перейдем. Но сначала я точки спавна расставлю так, чтобы это имело хоть какой-то смысл. Так, кубик, 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 level тоже на 0.
И один спаун пусть будет здесь, например. И spawn point мы просто можем скопировать и перетащить в другую сторону. Ну, например, вот сюда. Хорошо. В принципе, этот компонент start position можно повесить на любой объект. Да? У вас, например, spawn point может выглядеть как реальный какой-нибудь spawn point из игры. Там, не знаю, платформа для телепортации, на которой появляются игроки. Неважно совершенно. Здесь они просто будут невидимые, но вот здесь вот гизмочка небольшая есть, чтобы их не терять лишний раз. Давайте вернемся в Network Manager. Здесь, в принципе, настроек до спауна тоже не шибко много, да. Здесь есть только спаун метод. Он может быть либо случайным, да, то есть игроки будут случайно спавниться на одной из точек, которые находятся в сцене. Либо у нас есть раунд робин. Раунд робин это, ну, фактически он просто, программа будет проходить по всем точкам спавна и спавнить игроков на них по очереди. То есть она, по-моему, даже не отслеживает, есть ли сейчас игрок рядом с точкой спавна, да, она просто по очереди спавнит на точках спавна. То есть сначала на первой, потом на второй, потом опять на первой, потом опять на второй, ну и, соответственно, если у нас их будет 3, то он будет по 3 точкам проходиться. Вот. И теперь давайте создадим игрока. Папочку prefabs я сделаю для этого дела. Игроком у нас будет шар. И достаточно важный момент. Сейчас, помимо прочего, мы на него добавим компонент Network Identity. Network Identity это тоже, опять же, компонент, который в мирроре с миррором поставляется. Network Identity позволяет нам, ну, условно, пометить тот объект, который существует в мультиплеерной сессии. То есть он существует и в приложении клиента, и в приложении на сервере запущенном. Вот, потому что не забываем, что сервер и клиент это всегда разные приложения, но при этом информация, которая, ну, не информация, а вообще все, что в них происходит, должно так или иначе синхронизироваться. И, соответственно, объекты и на сервере, и на клиенте должны быть одинаковые, и стейты у них должны быть одинаковые. Вот. Network Identity позволяет, опять же, этот процесс просто немножко автоматизировать, да, с помощью средств миррора, и поэтому наша задача просто добавить этот компонент, по сути дела, и все. И теперь мы можем перетащить игрока, сфера, ну и назвать его, наверное, даже player, чтобы было понятнее, в папочку для префабов, и теперь мы можем игрока указать в Network Manager как персонаж, которого мы будем, собственно говоря, спавнить. Достаточно просто этот префаб перетащить в поле player prefab. Сейчас мы уже можем что-то потестить. Запускаем игру и запускаем хост сервер client. Сейчас мы запустили игру как хост, то есть у нас создался одновременно сервер и клиент. Даже скорее сначала, наверное, клиент и сервер на нем захостился. Сейчас мы попробуем сделать билд и посмотрим, как это работает для двух приложений, запущенных одновременно. Так, и пока билд делается, я в чатик загляну. Опять вопросов нет, да? Окейшки. С трансляцией проблем тоже нет особых сейчас? Все более-менее? Да, надо было еще, наверное, его сделать не во весь экран, но это мы подправим в настройках приложения. Вот, и теперь давайте запустим игру. Копия приложения в Unity у нас будет хостом. И копия, запущенная отдельно сверх хоста, будет клиентом. Вот. После того, как мы подключились в качестве клиента к нашему серверу, да, мы видим, что на клиенте отобразилось два шарика. Один как раз отвечает за шарик, за игрока, скажем так, клиента, а второй отвечает за игрока, который находится на сервере, который, в свою очередь, тоже является клиентом. Какие у нас здесь есть сейчас на данном моменте, на данном этапе недоработки? Если мы возьмем сейчас шар и начнем его двигать на сервере, то на сервере он сдвигаться будет, естественно, да, и шар клиента, который подключился к серверу, у нас тоже сдвигаться будет. Но на клиенте сдвигаться ничего совершенно не будет. Почему? Потому что у нас ничего не синхронизируется между сервером и между клиентом. Сделать эту синхронизацию мы вполне себе можем, опять же, средствами Mirror, и сейчас мы их с вами добавим. Для этого надо, правда, выйти из клиента. Для того, чтобы синхронизировать позицию
Для того, чтобы синхронизировать позиции игроков между сервером и клиентом, да и вообще позиции, в общем-то, любого объекта фактически, нам достаточно на префаб игрока добавить Network Transform. Это компонент, который, как ни странно, позволяет синхронизировать значение компонента Transform между клиентом и сервером. Здесь есть небольшие настройки, которые позволяют указать интервал, по которому он будет синхронизироваться, и чувствительность синхронизации. То есть, условно, если у нас объект сдвинулся на пол единички или на 1/1000 единички, то синхронизировать этот сдвиг, в общем-то, не нужно, потому что это просто лишние сообщения, которыми будут между собой клиент с сервером обмениваться. Это ни к чему, в общем-то, не нужно. Хотя это, конечно, тоже ситуативно, может быть, такой сдвиг тоже на что-то будет влиять в вашей игре, но тем не менее. А интервал — это просто интервал, с которым будут сервер и клиент общаться между собой разного рода пакетами. Вот. Здесь, в общем-то, другие настройки нас не сильно интересуют сейчас. И теперь мы можем сделать опять быстренько билд, только я для начала зайду в настройки проекта. И не full screen Windows сделаю, а Windows сделаю. А потом сделаю build and run. Угу. Хорошо. Опять запускаем Unity как хост. После этого запускаем нашего клиента. И теперь, если мы на сервере будем сдвигать шарик, то этот сдвиг будет дублироваться и на клиенте, как видите. То же самое я могу сделать с игроком клиент, который у меня подключился извне, скажем так. Как видите, здесь, не знаю, хорошо ли это видно на стриме, но вообще здесь прямо чувствуется определенная задержка. Когда я двигаю шарик на сервере, на клиенте, он не совсем сразу у меня реагирует на движение. Это мы сегодня посмотрим еще, что такое понятие input lag и как с ним можно, собственно говоря, взаимодействовать. Сложного там тоже ничего нет, но пока что просто отметьте это для себя, что даже на localhost есть определенная задержка между действиями на клиенте и на сервере. Так, из рантайма обязательно выходим. Давайте сейчас попробуем сделать достаточно простую систему управления персонажем, чтобы шарик у нас передвигался при нажатии на клавиши WASD. Давайте для начала сделаем наш префаб физичным, добавим rigid body и добавим сразу network rigid body. Это тоже компонент, который есть в Mirror, и фактически он отвечает за то же самое, за что отвечает Network Transform, да? Он позволяет синхронизировать состояние Rigid Body между клиентом и сервером. Так как у нас шарик по задумке будет передвигаться с помощью Add Force, то есть физично будет кататься влево-вправо, вперед-назад, то Network Rigid Body нам как раз для этого и пригодится. Хорошо. И теперь давайте сделаем вот что. У нас будет простая достаточно архитектура в приложении, поначалу, по крайней мере. Дальше мы ее чуть-чуть усложним, если успеем. Это, опять же, не совсем то, что делать прямо обязательно, да, но вот такого рода архитектуры, скажем так, выстраивать стоит для собственного удобства, для того, чтобы группировать скрипты по их назначению и по системам, к которым они относятся. Условно, у меня может быть скрипт, который отвечает за перемещение персонажа, может быть скрипт, который отвечает, например, за стрельбу персонажа или за прыжок персонажа, да, но все они фактически у меня так или иначе относятся к действиям персонажа, верно? И было бы неплохо их объединить либо в одном классе, либо в одной группе классов, скажем так, то есть в одном под эгидой, скажем так, под управлением одного класса, который будет являться их менеджером, скажем так, либо их контроллером. Соответственно, если у меня есть система, которая должна считывать input игрока, то есть нажатие на кнопки или какой-нибудь любой другой input, то у меня, соответственно, должен быть определенный класс, который отвечает именно за это, чтобы я мог делать изменения в этом классе и после уже не делать изменения в любых других классах, которые могли бы от него зависеть, к примеру. Вот, это просто тоже для удобства. Мы сейчас посмотрим на практике, как это можно все использовать. И еще один достаточно важный момент.
Как я уже говорил, в мультиплеерных играх, да и вы, скорее всего, это все тоже прекрасно знаете, есть определенная проблема с читерами, да, с людьми, которые любят пожульничать немножко. Соответственно, если мы делаем мультиплеерное приложение или мультиплеерную игру, мы должны удостовериться, что любые такого рода жульничества у нас не пройдут за счет дополнительных проверок, которые сервер будет производить над информацией, которая к нему приходит с клиента. Соответственно, разделение нашей архитектуры нашего приложения на разные части позволяет нам впихнуть побольше вот такого рода проверок и, в принципе, позволить избавиться от лишнего мусора, который не нужен, например, в клиентском приложении, или от лишнего мусора, который не нужен в приложении серверном. Соответственно, у нас будет достаточно простая поначалу система. У нас будет input system или input manager, IAM его назову. И у нас будет класс игрок, которому мы будем сообщать информацию о нажатии кнопок. Ну и, может быть, какую-нибудь другую дополнительную информацию. Вот. Пока что на этом остановимся, но paint я закрывать не стану. И давайте в графе менеджера создадим сразу объект. Назовем его int_manager. И создадим сразу два скрипта в отдельной папке. Один назовем int_manager. И второй назовем player. И сразу нырнем в input manager. Так. Давайте-ка я чатик проверю на всякий случай. Ага, ничего нету. И давайте сразу input manager сделаем синглтоном. Синглтон это не то чтобы паттерн проектирования, это скорее некий прием, который упрощает взаимодействие с классами. Если мы уверены, что один из классов у нас будет существовать в единственном экземпляре в сцене, тогда мы можем сделать его синглтоном и ссылаться на него, в принципе, из любого места кода, в любой момент, в любом другом классе. Мы чисто теоретически можем класс сделать статическим, да, и это практически позволит нам делать то же самое, но у статических классов, во-первых, чуть больше прожорливость, а во-вторых, там нет некоторых возможностей, которые дает синглтон. Вот. Поэтому синглтон, ну, опять же, не надо его называть паттерном, да, есть даже, это считается, в общем-то, плохим тоном даже в среде программистов, скажем так. Но это скорее прием некий, который упрощает работу. Делается это просто достаточно. Мы сначала создаем частную статическую переменную, в которую мы будем записывать input manager. И называем ее, ну, например, вот так. После этого мы создаем property, публичное, причем property, но тоже статическое, в которую у нас тоже будет записываться input manager. Да, назвать его надо. И в property у нас будет только get, для того, чтобы мы не могли через property устанавливать сюда, в синглтон, какой бы то ни было другой класс, либо какой бы то ни было другой input менеджер. Например, ну, не знаю, через теоретический input менеджер какого-нибудь другого игрока. Хотя это все-таки маловероятный прием, маловероятный пример, скорее всего. Но, тем не менее. И в get мы должны просто возвращать значение, которое у нас записано в частной статической переменной. И после этого мы на awake можем в instance записывать вот этот конкретный класс, который мы сейчас создали, конкретный экземпляр класса, который мы создали, и который у нас будет в сцене находиться в единственном числе. Про синглтон можно немножечко погуглить, если в случае чего, да, это немножечко за пределами темы сегодняшнего стрима, да, но в целом это работает примерно вот таким образом. Я еще сейчас покажу, почему это удобно и зачем это вообще надо. И регион сделаем, чтобы нам это все глаза не мозолило. И wake в регион не будем добавлять, потому что он нам может еще пригодиться в случае чего.
И теперь здесь давайте сделаем функцию, которая у нас будет отвечать за считывание инпута игрока. Даже ее, наверное, можно сделать частной на всякий случай для вещей безопасности. Считывать она все будет достаточно просто. Мы будем использовать юнитовскую input system. И давайте еще сделаем вектор для удобства, в который мы будем записывать как раз всю эту информацию, которая у нас будет считываться с кнопок. Соответственно, в этом векторе нас интересует ось X и интересует ось Z. Значение мы получаем через getAxis, а значение для оси Z я занят. Я занят. Я занят. Да, я тебе говорю. Слушай, Я занят. когда ты освободишься? Поздно. Через час-полтора. Ладно. Ты мне не тот список прислал. Потом. Пришлешь потом, ладно? Да. Поправлю. Потому что ты мне прислал, где этих нет адресов. Мне надо переход, хорошо? Угу. Да, спасибо. И для CZ мы получаем тоже через getAxis, только ось указываем соответствующую. Это тоже, в принципе, стандартная возможность Unity. Можно эти оси посмотреть в графе input в настройках проекта. И кнопочки, соответственно, которые для этих осей соответствуют, тоже можно посмотреть и назначить там. И непосредственно считывание у нас будет происходить в апдейте. Ну, даже не столько считывание, скажем так, а вызов функции в данном случае. От апдейта лучше избавляться, конечно, но мы сегодня для простоты будем его использовать. Здесь мы просто будем вызывать moveInput в каждом кадре. Потом мы еще добавим, скорее всего, дополнительные проверки. И сразу давайте сделаем здесь переменную, в которой мы будем записывать игрока конкретного, да, к которому этот input manager будет относиться, и которому этот input manager будет сообщать разного рода интересную информацию. Назовем его player option. И сразу сделаем функцию для того, чтобы записывать сюда конкретного игрока, когда он у нас, например, заспавнится. Так, и в setPlayer у нас должно происходить назначение игрока, и в качестве аргумента мы будем передавать класс игрока. Так, хорошо. Теперь у нас есть считывание инпута, но с ним, в общем-то, ничего совершенно не происходит. Да? У нас, однако, есть уже ссылочка, скажем так, ну, предпосылки для создания ссылки на класс игрока, в котором у нас, собственно говоря, и будет происходить передвижение. Опять же, повторюсь, вот этот конкретный класс Input Manager у нас не должен отвечать за что бы то ни было еще, кроме считывания инпута. Вся информация, которую мы здесь получаем, мы передаем дальше в другие классы, которые уже будут эту информацию обрабатывать, либо использовать для каких-то своих корыстных целей. Но конкретно Input Manager это интересовать уже совершенно не должно, он просто отвечает за считывание инпута. Вот. Мы этот же менеджер можем использовать, например, в интерфейсе. В дальнейшем мы это, собственно говоря, и будем делать для того, чтобы привязывать к разного рода кнопочкам разного рода функции, которые нас интересуют. Регион. Да, регион это просто такая возможность Visual Studio, даже скорее, а не C#. Она позволяет вот так вот скрывать куски кода, но при этом еще позволяет давать им некий заголовок. То есть вот синтаксис вот такой. Мы пишем сначала значок номер, решетку, пишем регион, потом мы можем написать заголовок этого региона, и там, где регион у нас заканчивается, мы пишем end region. Тоже вот с таким вот синтаксисом.
И все, теперь можем нажимать на вот здесь вот на минусик, на плюсик, и все, у нас кусок кода скрывается. Но при этом у него, видите, вот здесь вот есть имя, и даже на него можно навестись, и здесь можно посмотреть код, который здесь у нас пишется. Вот, это просто, опять же, для организации пространства нам нужно. Я вот, например, могу взять и так, вот здесь вот сделать регион, который отвечает за функции движения, например. Ну, там я могу в дальнейшем функцию прыжка добавить, да, ну, отслеживание, нажатие на кнопочку прыжка и так далее и тому подобное. Вот, и все, можно взять и скрыть. Хорошо, теперь давайте перейдем в класс игрока и добавим там функционал, который нас интересует. В классе игрока что нас интересует в первую очередь? В классе игрока, во-первых, мы сделаем ссылку на RigidBody, потому что мы будем перемещать нашего игрока с помощью AddForce, то есть толкать его фактически в нужном нам направлении. Функция, переменная может быть частной, в принципе. И на wake мы сразу можем написать, чтобы у нас сюда чего-то записывалось. И сейчас давайте попробуем написать функцию, которая будет связывать между собой input manager и класс игрока. Как я уже говорил, да, мы здесь создали переменную для игрока непосредственно, которую мы будем использовать для того, чтобы передавать в класс игрока, который у нас заспавнился, информацию о том, куда он должен двигаться. Скорость у нас здесь пока что, ну, она появится, да, но передавать мы ее не будем, она у нас будет фиксированная. Вот. И сейчас у нас в input manager нет никакой ссылочки на игрока, и, собственно говоря, у нас зато есть функция, которая позволяет эту ссылочку на игрока получить так или иначе. Поэтому игрок на awake при создании самого объекта игрока, должен говорить input менеджеру о том, что он, собственно говоря, создался, и передавать информацию о себе в этот самый input менеджер, чтобы в свою очередь input менеджер в дальнейшем мог передавать информацию обратно. Как это мы можем сделать? Давайте просто функцию напишем. И как раз посмотрим, почему синглтон это достаточно удобно и интересно. Она тоже может быть частной, потому что вызываться она будет прямо из игрока. Ну, вот так назовем ее. И смотрите, здесь мы можем взять, сразу сослаться на наш input manager, так как будто бы он статический класс. Потом сослаться на переменную instance, даже не на переменную, а property она у нас выполнена как property. И после этого вызвать там какую-нибудь функцию, например. Она setPlayer называется. setPlayer и отправить туда этот конкретный класс игрока. Все, то есть нам не нужно получать ссылку на конкретный input менеджер, который у нас где-то там в сцене находится. До тех пор, пока он у нас один в сцене существует, мы можем ссылаться на него вот таким образом. То есть примерно таким же образом работает, например, класс input, да, в юнитевский, на который мы можем ссылаться и что-то там делать, да, getkey какой-нибудь. Но это, скорее всего, просто статический класс, да, а input manager это не статический класс, это именно синглтон. Ну, это просто, как я уже говорил, такой прием, который позволяет заменить статику на что-то полустатичное, что будет жрать меньше ресурсов и будет давать некоторые другие возможности. Вот. И теперь, смотрите, функция у нас есть, она совершенно никак не вызывается, ее надо на awake вызвать, но вызвать ее нужно все-таки немножечко по-другому. Давайте сейчас подключим библиотеку Mirror. И сделаем так, чтобы игрок у нас наследовался от Network Behavior. К слову, это, возможно, даже не сильно обязательно наследовать от Network Behavior, но библиотека Mirror нам совершенно точно нужна. Зачем она нам нужна?
Мы можем добавить проверку, позволяющую нам решить, относится ли данный конкретный объект к серверу или относится ли данный конкретный объект к клиенту. Если он относится к клиенту, в таком случае мы можем этого игрока, этот объект, подключить к input менеджеру, который находится непосредственно на клиенте и считывает его ввод с кнопок или там, может быть, из жестов, неважно, как запрограммируете, в данном случае с кнопок. Если объект у нас заспавнился на сервере и просто дублирует объект, который находится на клиенте, в таком случае мы не должны его подключать к input менеджеру, потому что на сервере у нас никакого ввода не будет. Сервер у нас просто есть, и он является некой площадкой, которая позволяет модерировать действия клиентов, так или иначе, которые к этой площадке подключаются. Соответственно, в Mirror тоже есть уже средства, которые позволяют это делать. Тут все достаточно просто. Мы можем написать if. Ну, rigidbody мы получаем в любом случае, да, он нам нужен. Дальше мы можем просто if писать isClient. Если у нас объект является клиентом данный, в таком случае мы будем вызывать функцию setInputManagerPlayer. Если он является сервером, мы будем сейчас делать уже совсем другие вещи. Давайте подготовим просто немножечко. И я посмотрю чатик на всякий случай, если есть какие-то вопросы. Вопросов вроде как нет, да? Что мы сейчас будем делать? Мы сейчас будем делать синхронизируемую переменную, которая отвечает за скорость персонажа. Давайте я напишу и объясню, как это работает и зачем это вообще нужно. И давайте serialize_field сразу сделаем, чтобы переменная у нас была частая, но мы могли ее видеть в инспекторе. Это просто контейнер для переменной, который у нас будет отвечать за скорость персонажа. И при условии, что объект у нас создался на сервере, мы будем делать вот что. Мы будем брать эту переменную и назначать туда некое значение, ну, например, 3. Почему именно sync_var? За что этот атрибут вообще отвечает? Этот атрибут отвечает за синхронизацию значения, которое записывается в переменную. Причем синхронизирует он ее, отталкиваясь от сервера. То есть, если на сервере мы установили сюда значение 3, то оно сразу же синхронизируется еще и на клиенте, да? Но несмотря на то, что клиент чисто теоретически может это значение каким-то образом изменять, да, если, например, переменная публичная или что-то в этом роде, все равно для разного рода расчетов будет использоваться значение, которое у нас написано на сервере. Давайте сейчас посмотрим, как у нас вообще работает билд нынешний. Билд сделаем для начала. И, наверное, мне стоило сделать возможность посмотреть на игрока. Вот здесь, да, сейчас надо будет билд переделать. Я сейчас занят. Стрим. Так, и билд заново сделаем на всякий случай, чтобы было нагляднее немножко. Так. Опять же делаем Unity хостом. И клиента делаем клиентом, как ни странно. И давайте посмотрим на наш input manager. Что у нас здесь мы видим? Мы видим, что мы его не добавили, конечно же, да, замечательно. Не добавили к объекту. Все. Сейчас, секундочку. Input manager. И на игрока надо не забыть еще повесить скрипт игрок. Наверное, это лучше будет сделать вот таким вот образом. Здесь, к слову, можно обратить внимание на то, как выглядит, собственно говоря, в инспекторе наш скрипт. Мы добавили всего лишь, в общем-то,
одно поле, которое должно отображаться в инспекторе, это поле speed. Но, как видите, вместе с ним добавилось еще и добавились вот такие вот настроечки, которые, опять же, позволяют нам установить интервал, с которым будет синхронизироваться эта переменная. Ну и плюс здесь еще надпись есть syncvar, который говорит нам о том, что вот эта переменная, она является синхронизируемой между сервером и клиентом. Так, давайте еще так быстренько посмотрю, все ли хорошо. В Input Manager у нас появилось поле, да, куда у нас должен записываться игрок, и должен делать это автоматически на клиенте. Собственно говоря, мы это сейчас и с большой вероятностью и сможем только протестировать. Так, все запускается и делаем билд. Мастер-класс по мультиплееру, честно говоря, я не уверен. Надо бы посмотреть расписание. Если анонса в группе нет, то сегодня, скорее всего, его не будет, но, возможно, он будет в другие дни. Так. Запускаем хост-сервер клиент. Запускаем клиента. К слову, шарики у нас уже физичные, как вы можете заметить. И смотрим на Input Manager. В Input Manager ничего не записалось. Надо смотреть почему. Так, давайте смотреть. Так, а если на старте это сделать? У Mirror есть определенная последовательность подключения, скажем так. Даже не подключения, а срабатывания разных функций, которые уже в Unity реализованы. Вполне вероятно. Старт здесь как раз и является причиной. Да, здесь надо на старте это делать, а не на эвейке. На хосте мы уже видим, что здесь у нас в Input Manager записался игрок. И мы уже можем ему передавать информацию, просто игрок ее совершенно никоим образом не обрабатывает. Собственно говоря, наш следующий шаг – заставить игрока эту информацию использовать и принимать. Как мы это сделаем? Здесь мы будем просто писать достаточно простую функцию для перемещения. Назовем ее public void и назовем ее cmd move player. Что это за cmd и зачем оно вообще нужно, я сейчас тоже расскажу. Давайте для начала напишем функцию. Функция у нас будет принимать в качестве входного значения вектор 3. Это у нас будет вектор движения, который мы будем получать из Input Manager, с которым мы уже наладили связь. И его мы будем использовать для того, чтобы применить функцию addForce на наш объект. И в качестве вектора для addForce мы будем отправлять movement вектор, при этом мы будем его нормализовать. Зачем это нужно, я сейчас тоже объясню. И при этом мы его еще и будем умножать на скорость. Ой, на speed, не на 3. Фактически все. Зачем нам нужно делать нормализацию вектора? Затем, что, в принципе, чисто теоретически, мы, опять же, можем с клиента отправить любую информацию. Мы можем написать, что мы подвинулись не на 1 метр, а на 500 метров вперед, а может быть, вообще взлетели вверх на 3 метра, да, для того, чтобы стрелять с воздуха по врагам, к примеру, да. Соответственно, если мы этот вектор нормализуем, в таком случае он у нас будет, если он больше 1, приравниваться к единице по всем осям. Если он меньше 1, то он будет у нас оставаться на значении меньше 1. Ну, это как бы, скорее всего, нас не особо сильно должно пугать. Вот. И, соответственно, нормализованный вектор, после этого мы умножаем на скорость и используем его для того, чтобы толкать шар в нужном направлении. Что же, собственно говоря, вообще здесь особенного у нас происходит, если мы фактически просто написали функцию отдельную, да? Здесь как раз в игру вступают вот эти вот 3 буковки CMD. Вот эти 3 буквы говорят нам о том, что вот эта функция является командой, которую мы можем отсылать на сервер для того, чтобы сервер выполнил ее на себе. Помимо 3 буквок CMD нам нужно еще написать вот такой вот атрибут команд перед функцией непосредственно.
То есть, какой здесь принцип работы? Если мы видим, что функция у нас отмечена атрибутом команд, это значит, что эта функция будет срабатывать на сервере. То есть на клиенте она срабатывать не будет. Она будет срабатывать непосредственно на сервере, на той копии объекта, которая на сервере сейчас находится и синхронизируется, либо не очень сильно синхронизируется, да, с объектом, который находится на клиенте непосредственно. Это достаточно важный момент. В принципе, вы когда будете работать с миррором, если будете работать с миррором, я вам очень советую сделать просто несколько разных функций, да, с разными атрибутами. Есть еще атрибут, это, по-моему, называется он RPC, client RPC, который, в свою очередь, позволяет отсылать некую информацию с сервера на клиент, то есть заставлять клиент проиграть, даже не проиграть, а вызвать на себе функцию, которая у нас помечена вот таким вот атрибутом. И если вы будете работать с миррором, постарайтесь сделать несколько просто простых функций, которые, не знаю, в консольку что-то там пишут, неважно что совершенно, и попробуйте повызывайте их так и эдак. Попробуйте повызывайте эти функции с клиента, попробуйте повызывайте эти функции с сервера и посмотрите, где они в самом деле вызываются. Вам сигнализировать об этом будет надпись в консоль, например, да, неважно, что вы там напишете совершенно. Вот. И опять же, повторюсь, это достаточно важный момент. За счет использования команд мы можем реальный функционал нашего приложения привязывать непосредственно к серверу, и клиент к нему доступ как такового иметь не будет. Он просто будет выполнять только те действия, которые ему клиент разрешит выполнять. Смотрите, как это сейчас у нас будет работать пошагово. Мы написали функцию, теперь нам эту функцию надо будет по-любому вызывать. Как это делается? Это делается достаточно просто. Нам нужно вернуться в Input Manager и здесь сослаться на PlayerOption и вызвать у него cmd move player. И отправить в качестве входных данных movement vector. Давайте сейчас на хосте это все потестим дело. Все работает замечательно, разве что... ну да, все хорошо. Меня смущает вид из сцены. Надо вот так сделать. И теперь давайте попробуем сделаем билд и посмотрим, что произойдет. Запускаем хост. Проверяем, все работает на хосте. Запускаем клиента, подключаемся. Смотрим. Здесь у нас тоже вроде бы все работает, но есть некоторые нюансы. Так, давайте я сейчас еще разочек запущу, потому что он у меня свалился. Надо было все-таки сделать стенки, скорее всего. И опять подключаемся к клиенту. Нормально. Смотрите, какой у нас здесь есть нюанс. Вот я сейчас управляю клиентом, и персонаж у меня двигается. Все как, в общем-то, и положено. Он двигается с небольшим лагом, но этого мы еще коснемся. Но если я сейчас перейду в хост и попробую поуправлять шариком, то у меня совершенно ничего хорошего не происходит. То есть я нажимаю на кнопки, и у меня шар никуда не сдвигается. Хотя до подключения клиента он у меня двигался, и все было замечательно. Почему такое происходит? Происходит сейчас такое, вот почему. Давайте сейчас я угомоню этот шар, и мы вернемся в Input Manager. Даже не в Input Manager, а в Player. Происходит это из-за того, что при подключении нового клиента, да, в наш Input Manager записывается этот самый новый клиент. То есть сначала у нас подключился хост в качестве клиента в том числе. Информация об этом игроке записалась в Input Manager на хосте, и все, мы уже теперь могли бы этим игроком управлять. Но после этого у нас подключился еще один клиент, да, вот этот конкретно замечательный молодой человек в приложении в отдельном, и на хосте, который у нас запущен в Unity, в Input Manager у нас записался новый клиент, который только-только подключился. Как это проверяется? Это проверяется достаточно просто. Если мы на хосте зайдем в Input Manager и посмотрим, какой все-таки игрок сюда записан, это Player Clone, вот этот, мы увидим, что это тот самый игрок,
который у нас является клиентом. То есть, видите, мы им управляем с клиента, но при этом он у нас записан в input менеджер хоста, который находится у нас на сервере, скажем так. Ну, является еще параллельно и сервером, и клиентом одновременно. Как это чинится? Чинится это тоже достаточно просто. Для этого в коде нам достаточно указать, что клиент, который у нас сейчас подключился, является локальным игроком. По сравнению, не по сравнению, а по аналогии с надписью, не записью, а с параметром isClient, из local player тоже является функционалом mirror, который, ну, по умолчанию там находится. Мы можем просто вот эту галочку, вот этот буль использовать для проверки того, является ли клиент локальным игроком. То есть тем, скажем так, персонажем, который у нас появился на той же машине, которая запустила этого клиента, запустила копию клиентского приложения на себя. Вот. В принципе, все работать сейчас будет. Я думаю, что мы сейчас это тестить не будем. Мы это потестим чуть попозже, когда будем тестить следующий наш функционал. Вот. И давайте сейчас посмотрим, что дальше у нас есть по плану. Давайте сейчас еще посмотрим все-таки, как работает SyncVar. И, к несчастью, сделать это без клиента у нас не получится. SyncVar, я напоминаю, это параметр, который синхронизируется между сервером и клиентом непосредственно. При этом синхронизируется он, имея в приоритете информацию, которая находится на сервере. Как это можно, опять же, проиллюстрировать? Вот у нас есть хост, вот у нас есть клиент. Вот у нас есть два игрока на сервере, и есть параметр, не параметр, а компонент player. В нем есть параметр speed, вот, 3. И у этого игрока 3, и у этого игрока 3. Я напоминаю, что это значение у нас задается на сервере непосредственно. То есть, если игрок у нас спавнится на сервере, то ему сразу задается значение переменной 3. И теперь давайте немножечко сделаем рокировочку и сделаем так, чтобы у нас клиент, вот здесь вот, запущенный отдельно, был хостом. И разрешаем, естественно, ему это делать. И подключимся в Unity как клиент. И посмотрим, что у нас будет происходить. Сейчас, когда мы двигаемся, к слову, можно заметить, что сейчас с движением все в порядке. Да? Сейчас, когда мы двигаемся, мы используем скорость 3, которая была задана сервером, который, в свою очередь, является, вот сейчас вот это приложение является сервером. Мы можем в Unity у нашего клиента посмотреть его скорость. Она равна 3, как ни странно, да? И с этой скоростью он двигается, ну вот, примерно вот так, влево и вправо. Не очень-то шибко, да, но и не шибко медленно. А если мы попробуем эту скорость на клиенте непосредственно задрать, ну, например, до 1000, то чисто теоретически у нас объект должен просто улететь в сторону за долю секунды фактически, да. Но при этом я сейчас опять продолжаю движение с скоростью 1000, как казалось бы, да, но двигается он с абсолютно той же скоростью, которая у нас была до изменения параметра, то есть со скоростью 3 единицы. Несмотря, опять же, на то, что скорость у нас здесь отображается как 1000, у нас используется параметр, который находится на сервере. Он берется как приоритетный параметр, и на сервере у этого объекта скорость 3. Вот. Собственно, SyncVar у нас для этого и нужны. Это, опять же, стандартное средство Unity, которое позволяет наладить достаточно безопасный обмен данными в переменных. Абсолютно каждую переменную делать синхронизируемой совершенно ни к чему, да, но пользоваться этим стоит. Синхронизировать их, каждую переменную, ни к чему, потому что, опять же, это добавляет веса пакетам, которыми обмениваются между собой сервер и клиент, соответственно. Вот, это достаточно удобная штука. Давайте я сейчас выйду из клиента, посмотрю, что там дальше у меня по плану. Дальше по плану у нас понятие input lag. И input lag, мы уже как бы про него говорили сегодня пару раз. Input lag – это задержка, собственно говоря, которая у нас происходит между нажатием на кнопку и получением информации с сервера о том, что это нажатие на кнопку вообще должно значить. Как с ним бороться? Ну, либо иметь невероятно быстрый интернет, но несмотря на то даже, что у вас может быть самый быстрый интернет на свете, input lag у вас в любом случае будет так или иначе. Хотя бы там несколько миллисекунд, но скорее всего он так или иначе будет заметен. Что, собственно говоря, с этим принято делать сейчас? Да, в общем-то, ничего особенного. Мы просто берем и дублируем функцию, которая у нас отвечает за движение, но делаем ее не командной, не CMD, а просто обычной функцией. Вот конкретно эта функция будет вызываться непосредственно на игроке.
и будет сдвигать этого игрока непосредственно на клиенте, но это движение само по факту не будет значить совершенно ничего. Даже если с помощью вот этой доступной игроку функции мы напишем какой-нибудь чит, да, который сдвигает клиент на 500 единиц куда-нибудь, да, игрок все равно вернется на позицию, которая указана ему на сервере через некоторое время, причем достаточно небольшое время. Как это можно проиллюстрировать? Давайте сейчас я это тоже проиллюстрирую опять с помощью билда. Куда же без этого? Давайте у меня будет запущенное приложение сервером, а приложение в Unity у меня будет клиентом. Смотрите, вот у меня есть приложение, да, я могу в нем двигаться на сервере, но теперь представьте, что я использую какой-нибудь чит, например, чит, который позволяет мне телепортироваться вот сюда. Смотрите, что происходит. На сервере ничего подобного не произошло. То есть на сервере я как был на своем месте, да, скатываясь немножечко из-за того, что я толкнул шарик в сторону, да, так оно и осталось. Если я начну свое движение, да, то видите, у меня шарик возвращается к той точке, которая находится на сервере. Делает он это не сразу, делает он это постепенно, просто потому что у меня здесь висит Network Rigid Body. А Network Rigid Body это, как я уже говорил, компонент для синхронизации Rigid Body непосредственно. И его внутренняя логика такова, что он ну, не телепортирует ригидбоди в то место, где этот ригидбоди находится на сервере, да, а плавно его туда сдвигает. Это неплохо на самом деле, да, это просто работает таким образом этот компонент, да, но если, в принципе, есть с этим какие-то проблемы, а с этим определенно есть какие-то проблемы, потому что клиент у нас плавно может по всей карте вот так вот сдвигаться на свою изначальную позицию и, например, посмотреть, где находятся другие игроки, сразу по всей карте фактически, да. Можно чисто теоретически его дописать самостоятельно, либо написать свой Network Rigid Body. В любом случае, суть здесь такова, что вся информация, которая у нас находится на сервере, она первична, так или иначе. И даже если мы на клиенте сделаем что-то не очень честное, да, стандартные средства Mirror все равно все вернут на круги своя, так или иначе. К слову, Network Transform, да, это тоже компонент, который позволяет, опять же, синхронизировать данные, но в трансформе непосредственно. Network Transform сразу телепортирует объект на ту точку, которая ему указана на сервере. Вот, но RigidBody свою специфику немножечко имеет. И, опять же, я повторюсь, сейчас вот это все сделано стандартными средствами Mirror, то есть здесь, в общем-то, даже самостоятельно не нужно писать вот эти сложные штуки для синхронизации данных разных, да. Это уже есть, это уже работает, достаточно это просто уметь использовать, так или иначе. И теперь давайте про input lag поговорим, да, не про input lag скорее, а про дублирующую функцию. Эта дублирующая функция, как я уже говорил, фактически ничего не значит, даже если мы закинем куда-нибудь игрока в нужную нам точку, там, туда, куда он попасть не может, сервер все вернет на круги своя, но эта функция позволит непосредственно для клиента сделать работу приложения гораздо более гладкой. То есть он будет чувствовать меньше задержек при вводе данных своих. И все, фактически. Это просто косметическая такая штука, которую мы можем вызывать вот здесь же в input менеджере, абсолютно точно так же, как мы вызывали функцию команду для перемещения игрока на сервере непосредственно. Отправляем мы туда такой же movement vector, потому что работает это все, ну, вот абсолютно таким же образом, как и команда. Да, картинка местами подтормаживает. Я уже попробовал качество снизить, но что-то вот как-то вот не прям уж все хорошо. Подскажите, насколько все невыносимо, пожалуйста, в чате.
Или в целом все-таки все неплохо, да? Я еще в OBS, конечно, могу покопаться, но тем не менее. Так, я сейчас еще вернусь в чатик обязательно, потому что то ли задержка, то ли еще что. Смотрите, мы сейчас реализовали, в принципе, самый базовый функционал, да, то есть у нас уже есть приложение, которое позволяет нескольким игрокам подключаться, да, и кататься влево-вправо. Мы можем даже уже добавить какой-то, не знаю, физический материал простой, который позволяет шарикам отталкиваться друг от друга, и уже реализовать какую-то простую игру, в которой нужно столкнуть другого игрока с платформы, ну, например, да, почему нет? Мы сейчас с вами попробуем сделать какой-то чуть более, ну, продвинутый, что ли, функционал, да. Скорее мы посмотрим, каким образом мы можем взаимодействовать с теми средствами, которые разработчики Mirror уже нам предоставили, и использовать их для того, чтобы мы могли делать какой-то свой функционал. Мы сейчас с вами попробуем сделать достаточно простое такое лобби, которая позволяет нам спавнить игрока при нажатии на кнопку, которую мы создадим, и которая позволит нам вбивать имя этого игрока непосредственно в игру. И посмотрим, как мы можем дальше раскукожить архитектуру нашего проекта и как мы можем, опять же, использовать, как я уже говорил, стандартные средства Mirror. Так, здесь давайте еще проверим, все ли хорошо, все ли работает. Все хорошо. Так. Начнем мы с вами с добавления элементов UI, которые нам потребуются, и создания менеджера, который будет отвечать непосредственно за UI. Здесь как бы при создании менеджера у нас ничего нового, мы создаем объект, который у нас будет находиться в сцене, мы создаем сразу скрипт, называем его UI менеджер, и давайте сразу создадим canvas, в котором мы расположим элементы интерфейса. В Canvas давайте создадим объект, назовем его spawn group. Этот объект у нас будет фактически контейнером для элементов интерфейса. Мы будем его использовать для того, чтобы включать и выключать соответствующие элементы интерфейса. То есть, условно, у нас будет группа элементов интерфейса, которая отвечает за спавн персонажа. Да? Ну, там кнопка спавна, условно, и поле для ввода его имени. И здесь же мы, собственно, эти элементы создадим. У нас будет сначала кнопка спавн, мы ее расположим, ну, не знаю, где-нибудь вот здесь. И у нас будет еще элемент input field, который мы расположим над кнопкой спавна. Для этого скопируем компонент и вставим значение, а потом сдвинем по оси Y. Здесь у нас будет имя игрока записываться. Так, прошу прощения. И здесь создаем поле. Name input field. Называю их, опять же, для своего удобства, да, можно, конечно же, элементы интерфейса никак не называть, но это удобно, я как-то к этому просто уже привык. Вот, и теперь давайте сделаем наш UI менеджер, да, добавим для него базовый функционал и сделаем так, чтобы у нас вот эта группа элементов интерфейса появлялась после того, как игрок у нас не столько заспавнится, сколько подключится к игре непосредственно. Нам нужен UI менеджер, и его нам тоже было бы неплохо сделать синглтоном. Давайте я сейчас просто скопирую реализацию, чтобы время слишком уж сильно не терять.
Здесь разве что нам было бы неплохо Input Manager заменить на UI Manager. И здесь UI Manager было бы неплохо заменить на UI Manager. Опять же, UI Manager это такая штука, которая, в принципе, отвечает за интерфейс, а интерфейс, в свою очередь, на сервере, скорее всего, находиться не должен. Ну, может быть, свой какой-то серверный интерфейс, который позволяет банить людей, например, или, там, я не знаю, кикать, например, куда-нибудь. Но такого же интерфейса, как и у игрока, скорее всего, на сервере, на чистом сервере, который не является хостом, быть не должно. Мы можем, в принципе, еще реализовать его отключение на сервере, да, но мы сейчас будем скорее бодаться с группой элементов интерфейса, которые отвечают за спавн. Они совершенно точно не должны появляться на сервере, поэтому мы сделаем их включение и их отключение. Давайте в UI Manager создадим переменную, сериализованную поле, вернее, даже, и частную переменную. И это у нас будет GameObject. И назовем его spawn group container. И после этого просто возьмем и в UI Manager перетащим наш spawn group сюда. И здесь же давайте сделаем функцию, которая будет называться spawn group toggle. Это функция-переключатель, которая будет включать, в общем-то, и выключать просто объект-контейнер, который, в свою очередь, будет включать и выключать объекты, которые являются дочерними относительно него. Как это будет работать? Мы берем spawn group container, вызываем функцию setActive, и в качестве аргумента мы ставим противоположное значение активности этого объекта, скажем так. Сейчас я объясню, что это вообще значит для тех, кто переключатели не делал. Active self. Фактически, вот то, что мы сейчас написали одной строчкой, мы могли бы написать вот таким образом. Мы могли бы написать, если... То есть, если у нас spawn group контейнер активен, мы должны бы были его отключать. То есть, мы должны бы были написать spawn group container .setActive false получается. В случае, если он был бы у нас не активен, мы должны бы его, наоборот, были включить, наоборот, да, и у нас получился бы вот такой вот блок кода. Но весь этот блок кода у нас умещается фактически в одну строчку, которая позволяет нам в setActive отправлять противоположное значение нынешнего состояния нашего контейнера. То есть, если у нас сейчас контейнер включен, то его противоположное значение будет значение, при котором он выключен, что логично. Соответственно, мы это значение противоположное отправляем в setActive при вызове функции. Если при следующем вызове функции у нас значение активности нашего контейнера равняется false, в таком случае мы отправим в setActive противоположное значение, то есть значение true. И в таком случае при вызове этой функции у нас контейнер включится. Ну и, соответственно, все объекты, которые в этом контейнере находятся. Вот такие переключатели можно делать, в принципе, с чем угодно. Главное, запомните, что вам фактически нужно просто перед значением, которое вы записываете, либо отправляете, куда бы то ни было, ставить восклицательный знак. Ну, то есть не. Это получится, что вы эффективно отправляете противоположное значение. Всегда. Так. Вопросов нет. Так, хорошо. И теперь вот эту функцию мы должны, получается, вызывать, когда у нас подключается игрок. Подключается он у нас автоматически пока что, но мы это с вами еще исправим. Однако мы уже можем отслеживать момент, при котором он подключается. Это фактически функция start в самом классе игрока. При условии, что у нас игрок является локальным игроком, да, мы можем... Кстати, здесь этого нам делать пока что не нужно. Давайте сейчас сделаем менеджер игрока. Хотя нет, давайте я все-таки это продемонстрирую.
И сошлемся на UI Manager. Опять же instance. И вызываем функцию. Что у нас будет происходить в данном случае? Сейчас у нас по умолчанию включены вот эти элементы интерфейса, да, давайте их отключим, потому что по умолчанию должны у нас быть выключены, и запустим игру. Запускаем игру и подключаемся как хост. И ничего не происходит, замечательно. Потому что я UI-менеджер повесил. Так. Pump toggle. Здесь все есть. Так. Возможно, дело в старте. Давайте вот так попробуем сделаем. Эта функция у нас, в принципе, здесь находиться не должна, потому что мы будем делать еще один менеджер непосредственно для игрока, так как игрок у нас должен будет спавниться не при подключении нового клиента, а при нажатии на кнопку. Поэтому мы ее сейчас попробуем поставить так, чтобы она заработала. Если не заработает, то будем делать все-таки менеджер игрока. Тут, скорее всего, с очередностями проблемы есть определенные. Так, и менеджер у нас один. Так. Ругается. Интересно. Так, давайте все-таки будем делать Player Manager, а с этим разберемся. Тут, скорее всего, дело с очередностями. Проработки не проработки, а с очередностями вызова функций. Update, Start и Wake. Так, это уберем, наверное, чтобы оно нам не мешалось. Пока что. Так, и давайте Player Manager сразу сделаем. Player Manager это фактически будет некий буфер, в который мы будем собирать информацию об игроке перед спавном. То есть в данном случае мы перед спавном сможем вбить имя игрока. Это имя сохранится в буфер, то есть Player Manager, и уже после непосредственно спавна заспавненный игрок будет использовать этот буфер для того, чтобы достать из него всю информацию о самом себе, собственно говоря. Соответственно, эту систему можно, естественно, расширять. Там может быть не только имя, там может быть цвет игрока, например, там может быть его скин, там может быть его стартовое оружие. Фактически Player Manager это будет некий хаб для конструктора игрока, в котором мы сможем этого игрока собрать из разных деталей, которые мы тоже, соответственно, реализуем так или иначе, и после этого заспавнить. Вот. Ну, это если совсем все усложнять. Причем, если мы говорим про какие-то, опять же, серьезные проекты, можно в качестве базы данных, скажем так, для этого конструктора использовать реальные базы данных, да, которые, например, хостятся на сервисах Amazon или где-нибудь еще. В частности, как бы для этого есть тоже все инструменты, которые можно использовать. Так, давайте начнем с Player Manager разбираться. Да что такое? Сейчас мы в первую очередь давайте с вами попробуем сделать спавн игрока при нажатии на кнопку.
Для того, чтобы это сделать, нам нужно будет перезаписать, даже не перезаписать, а сделать свой, немножечко свой кастомный Network Manager. Как это будет работать? Network Manager, который у нас уже существует, нам сейчас не пригодится. Мы, в принципе, можем удалить его целиком и полностью и сразу сделать новый контейнер для нашего кастомного Network Manager. И сделаем скрипт для кастомного Network Manager, собственно говоря. Здесь подключим библиотеку обязательно, mirrorскую. И наследовать будем от Network Manager. Таким образом, мы перенимаем весь базовый функционал стандартного Network Manager. И что это нам вообще дает и зачем нам это нужно? Давайте перейдем в Network Manager стандартный. Здесь достаточно много кода, да, с ним разбираться во всем совершенно ни к чему. Но здесь есть уже заранее подготовленные callbacks, то есть функции, которые вызываются при определенных обстоятельствах, так или иначе. Так, это нас сейчас интересует Client System Callbacks. И здесь есть функция onClientConnect. Она виртуальной является, соответственно, мы ее можем перезаписывать. Ну, не столько перезаписывать, override, по-моему, все-таки не совсем перезапись переводится, да? Но мы можем брать эту функцию и просто делать свою собственную реализацию этой функции, которая будет срабатывать вместо вот этой функции, но при этом она будет вызываться при тех же абсолютно условиях, при которых вот эта функция onClientConnect вызывается. В данном случае по стандарту в Mirror, да, onClientConnect позволяет нам при определенных условиях, да, заспавнить игрока сразу же после коннекта. Мы вот этот кусок кода сейчас скопируем, потому что фактически нам нужно будет минимум изменений в нем сделать, да, и закроем Network Manager и напишем вот что. Public override on client connect. И смотрите, что происходит. Если мы пишем ключевое слово override, тогда мы создаем, как я уже говорил, копию функции, которая уже существует, и эта копия функции может проигрывать, ну не проигрываться, а вызываться вместо функции, с которой мы ее списывали, скажем так. Вот эта запись base on client connect говорит нам о том, что у нас в этой функции в первую очередь будет вызван базовый функционал функции on client connect, то есть той самой функции, которую мы использовали для перезаписи. Если мы не хотим, чтобы этот базовый функционал срабатывал, да, мы можем просто взять и удалить эту строчку. И смотрите, что у нас будет происходить. Давайте ее заменим на debug log. И напишем... Вот так вот напишем. Вот этот debug log у нас должен будет появляться на клиенте просто потому, что вот эта функция onClientConnect по описанию, да, если судить, вызывается непосредственно на клиенте после того, как он присоединится к серверу. Собственно говоря, в debug log мы это и написали, да, это будет сообщение о том, что клиент у нас присоединился к серверу. А сейчас, если мы запустим, это должно и на хосте по-хорошему работать. Давайте перейдем в консоль и запустим. И смотрите, что сейчас будет происходить. Забыли его повесить. Точно. Сейчас берем Custom Network Manager и вешаем на него, собственно говоря, наш Custom Network Manager. И сюда же повесим HAT. К слову, обратите внимание, что в Custom Network Manager появился абсолютно весь тот же самый функционал, который был в обычном Network Manager, просто из-за того, что мы его наследовали от обычного Network Manager, как ни странно. И сюда же давайте добавим игрока, хотя это сейчас нас даже волновать особо не должно будет. И сейчас вот должно все нормально работать. Input Manager ругается все-таки, да, на что-то? Ну ладно. Смотрите, когда мы нажимаем на хост-сервер, хостим сервер, короче говоря, на своей машине, мы подключаемся, да, как бы создаем
этот сервер непосредственно, но игрока у нас здесь не появляется. Зато у нас появляется надпись в консоли о том, что соединение было установлено. Собственно говоря, это та самая реализация, которую мы сейчас и делали с вами. По умолчанию, как я уже говорил, в OnClient Connect происходит спавн игрока, при условии, что там флажок стоит определенный, да, но мы этот функционал перезаписали, потому что нам нужно, чтобы спавн происходил при нажатии на кнопку спавн, как ни странно. Меня вот пугают, ну даже не пугают. Ну это все, это понятная штука. Эта ошибка у нас вызывается из-за того, что у нас в каждом кадре input manager пытается считать input с кнопочек, с наших, и отправить этот input игроку непосредственно. Здесь надо просто по-хорошему проверку добавить. Вот здесь вот мы должны написать, если player option у нас вообще есть. Да? В таком случае, только в таком случае мы будем отправлять input игроку. Давайте проверим на всякий случай, чтобы не было проблем лишних. Все, хорошо. Замечательно. И теперь давайте сделаем функцию, которая будет отвечать за спавн игрока непосредственно. Здесь, как я уже говорил, нам нужно будет во многом просто скопировать функционал из обычного Network Manager, да? Но некоторые изменения нам внести все-таки придется, так или иначе. В Player Manager у нас пусть будет функция под названием Spam Player. И сюда давайте сразу функционал скопируем и уберем комментарии. И посмотрим, что здесь, собственно говоря, на что он будет ругаться. Ругаться он будет у нас обязательно на что-то. Давайте подключим Mirror. И сразу создадим поле. Давайте, наверное, будет лучше сериализованное поле. Которое мы запишем Network Manager. Угу. Сейчас я Visual Studio перезапущу. Где он? Вот, и он сразу нам начинает ругаться. Он нам начинает ругаться потому, что вот эти вот все параметры, они существуют, в общем-то, только в Network Manager, да, ну, плюс нам еще нужно соединение, да, соединение это отдельный класс. Нам нужно соединение вытягивать немножечко из другого класса тоже. Это правится достаточно легко, мы не зря как раз здесь сделали... Не висни. Мы не зря здесь сделали ссылочку на Network Manager, который мы сейчас просто возьмем и добавим. Для начала сделаем Player Manager. И для Player Manager повесим скрипт соответствующий. И смотрите, здесь нам достаточно просто дописать ссылку непосредственно на параметр с соблюдением, опять же, всех логических моментов. Например, если у нас здесь восклицательный знак, не, в таком случае мы должны его оставить. Auto Create Player нас вообще не интересует. Это галочка, которая находится в Network Manager вот здесь. Если мы ее уберем, то у нас автоматически игрок создаваться не будет. Да? Но здесь мы ее уберем, потому что эта галочка, в принципе, нам не нужна просто сейчас. Здесь нам просто нужно будет напрямую создавать игрока. И connection непосредственно мы должны брать из Network Client. Почему так? Network Client это опять же класс, который существует в Mirror. И это статический класс, который позволяет нам получать информацию о клиенте непосредственно, да, который сейчас запущен, либо что-то делать непосредственно через клиент.
как бы здесь он выстроен таким образом, что если мы какую-то функцию Network Client вызываем, да, мы ее, опять же, вызываем не столько функцию, сколько посылаем запрос на сервер о том, чтобы он эту функцию вызвал, да, и что-то сделал непосредственно на сервере, а потом уже информацию об этом передал клиенту обратно. Вот, то есть это достаточно безопасное решение, и помимо прочего, Network Client содержит в себе информацию о соединении, о соединении с сервером непосредственно. Эта информация нам в данном случае нужна для того, чтобы мы могли на нужном соединении заспавнить нужного игрока и передать права на этого игрока, скажем так, соответствующему игроку, а не всем сразу, к примеру, или, может быть, какому-то другому левому игроку, возможно, какому-то даже читеру, да. И здесь делаем то же самое. Ой, вот, и теперь давайте сделаем в Input Manager тоже соответствующую функцию, которая позволит нам спавнить игрока. Здесь нам фактически нужно будет просто сослаться на Player Manager, который в свою очередь тоже должен являться синглтоном. Здесь я тоже просто скопирую реализацию. И не забуду поменять тип данных. Так, я перейду в Input Manager и здесь сошлюсь на Player Manager, который, опять же, напоминаю, существует, в общем-то, только на клиенте, скажем так, да. Мы даже можем наш код дописать таким образом, чтобы вот эти вот все сущности, да, создавались при запуске игры только при условии, что мы запускаем ее как клиент. В данном случае мы этого делать не будем, но имейте в виду, что вот такого рода хвосты, такого рода моменты лучше подчищать и оптимизировать таким образом, чтобы ненужные сущности не создавались там, где они, ну, как бы и не нужны, в общем-то. И здесь нам нужно вызвать spawn-player, получается. Никаких вводных данных у нас для этого не требуется. Все, в Input Manager у нас теперь есть функция, которая отвечает за спаун. Нам теперь достаточно привязать просто кнопочку spawn button к этой функции, ну, либо наоборот, кому как удобнее. И потестировать, посмотреть, что произойдет. Так, ругается. На что ругается? Это, мне кажется, что дело в синглтонах. Он уже не в первый раз вот такую фигню делает. Ну, давайте-ка посмотрю чуть поподробнее. Все выглядит. Ну, конечно, на ивейке я его не вызываю. Все, замечательно. Какой я большой молодец. Стоило всего лишь убрать из реализации ивейк, как все. Так. И в Input Manager, соответственно, это тоже надо сделать. Даже не в Input Manager, это, по-моему, делается в UI Manager. Во. Синглтон закрываем. И awake. И, собственно говоря, сейчас наш переключатель тоже заработает. Так, чтобы он заработал, нам нужно... В Player Manager давайте его будем включать. Почему бы, собственно, и нет. Хотя нет, в Player Manager мы его должны, наоборот, отключать. А включать мы его должны при присоединении игрока, то есть в OnClient Connect получается. Ага, ну давайте попробуем. Так, давайте сейчас потестируем наш промежуточный результат. Сейчас по логике вещей у нас должен спавниться игрок, во-первых. Во-вторых, должна выключаться группа элементов интерфейса. Так, все еще ругаемся, что ли? Что? Ага, потому что на рантайме это все нормально. Так. Так.
NetManager не повесил, да? Так, NetManager, да. Сюда нужно повесить NetManager еще дополнительно. Следите, старайтесь за полями, да, потому что если вы автоматическое заполнение полей нужными данными не делаете в скрипте, то можно достаточно быстро запутаться. Вот, собственно говоря, все работает как положено, разве что нам теперь нужно включение вот этих вот элементов интерфейса сделать в нужный момент. Потому что сейчас, если мы отключимся, да, то у нас ничего не включится в нужный момент совершенно никак. Давайте сейчас подумаем, когда нам это лучше сделать. Происходить это должно при подключении, соответственно, подключение у нас обрабатывается в Custom Network Manager, вот в этой функции, и получается, что нам нужно просто сослаться на manager, instance, .span_group toggle. Давайте потестируем. Его надо еще отключить сначала. Запускаем игру, подключаемся, у нас появляются необходимые элементы интерфейса, спавнимся. Все, заспавнилось, у нас исчезли нам ненужные элементы интерфейса. Не выключаем игру, а отсоединяемся от сервера и фактически его вырубаем. И опять создаем по новой, опять появляются нужные элементы интерфейса. Мы даже уже, кстати, можем сюда чего-то вбивать, но это совершенно ни на что не влияет, пока что, по крайней мере. Нажимаем спам, все хорошо, все работает. Так. Вопросы, если какие-то есть, да, повторюсь, можно их писать. И даже нужно. Теперь давайте подумаем вот о чем. Как нам можно будет реализовать вот имени игрока с помощью input field, который мы сделали непосредственно. Давайте для начала вот какую штуку реализуем. Давайте попробуем сделать так, чтобы у нас игрок не мог спавниться, если у него имя пустое совершенно. Для этого давайте сейчас с вами сделаем опять же property для имени в Player Manager. Я напоминаю, что Player Manager у нас в данном случае выступает эдаким буфером, который содержит в себе информацию об игроке. Помимо этого он содержит в себе некий функционал, в частности вот спавнит игрока, да? Но самая главная его функция – это именно буфер с информацией об игроке, которую мы будем использовать перед спавном настоящего игрока, полноценного, да, которую мы будем использовать. Так. Давайте сейчас сделаем поле. Оно у нас будет, давайте, публичным. И будет строкой. В принципе, я думаю, можно обойтись, наверное, все-таки публичной переменной. Хотя нет, давайте у нас будет все-таки частная переменная и будет функция, которая у нас устанавливает имя. Вот она, в свою очередь, будет у нас пусть публичной. Public void name. И сюда строку будем отправлять. Откуда? Сейчас подумаем, откуда. И здесь у нас мы должны player name, который, кстати, лучше назвать вот так. Player name мы должны написать PL name, то есть информацию из аргумента, который мы будем отправлять в функцию. Соответственно, далее в функции spawnPlayer давайте попробуем просто сделать if. Если у нас в строчке playerName находится пробелы, либо у нас вообще в этой строке ничего нет, да, тогда мы будем просто прерывать работу этой функции резко и будем писать чего-нибудь в debug log, например, не знаю, строчку о том, что имя игрока не было указано, к примеру. Здесь нам нужна строка playerName, получается. Это стандартная C-шарповская штука, да, из null or white space. Она позволяет проверить, что в строке, собственно говоря, находится. А если у нас в строке ничего нет, либо только пробелы, да, в данном случае мы будем просто вырубать функцию спавна и говорить игроку о том, что поступать таким образом неправильно было бы.
Здесь мы должны, получается, написать debug log. И сделать return из функции. Давайте сейчас потестируем, как это будет работать. Подключаемся, спавнимся и не спавнимся, потому что у нас имя не вбито. В лог у нас пишется соответствующее сообщение. Тем не менее, даже если мы вобьем какое-то имя, да, у нас все равно ничего происходить не будет, просто потому что мы совершенно не отслеживаем, что там сейчас у нас в этом input филде происходит. Вот, значит, наша следующая задача попробовать это сделать. Разве что, еще смотрите, какой важный момент. Если мы хотим проверять, ну, приличное ли имя, например, вбил игрок, да, потому что, ну, как бы, вы часто такое видели в играх, да и в целом, наверное, это очень хорошая практика, да, не пускать пользователя с неприличными никами в игры, да, мы можем сделать специальный менеджер, который будет проводить необходимые нам проверки. Вот сейчас конкретно здесь, что я сделал? Я сделал проверку на пустое место, да, скажем так, в строке. Эта проверка у нас происходит непосредственно на клиенте. Это не очень безопасно, потому что чисто теоретически можно было бы взломать клиента, да, эту проверку, например, убрать, да, либо ее как-то модифицировать. Я сейчас не буду никакой полноценный менеджер на стороне сервера писать, просто потому что у нас, ну, не настолько много времени осталось, это во-первых. Во-вторых, все-таки это немножечко уже такая продвинутая штука получается. Но, чисто теоретически, да, было бы очень неплохо, чтобы на каждый фактически чих пользователя вы делали проверку на сервере непосредственно. Вот, если бы вам захотелось сделать проверку правильности имени, если бы вам захотелось сделать проверку, например, характеристик, которые подгрузились из базы данных, да, игроком, надо было бы на сервере сделать особый менеджер, который бы принимал информацию либо с помощью сообщений, либо с помощью других каких-нибудь средств. И эту информацию так или иначе обрабатывал, а после этого уже сообщал клиенту о том, что он прав, либо о том, что он совершенно не прав. Вот, повторюсь, вот эта реализация, она сейчас не очень безопасная, скажем так, в этом плане. Но она позволяет нам просто логически, ну, логику проработать фактически. Самый простой способ сделать проверку, да, это сделать некий объект, который существует в мире и существует и на стороне клиента, и на стороне сервера. Этот объект будет общаться непосредственно и с сервером, и с клиентом, и налаживать общение между ними, скажем так. Ну, эдакий посредник. В этот посредник мы можем упаковывать все функции для проверки чего бы то ни было, да, и в эти функции просто отсылать необходимые данные. Функции эти, скорее всего, должны были бы быть сделаны с помощью атрибута команд, как я и говорил, для того, чтобы они отрабатывались на сервере. И обратно игроку, клиенту посылать уже результат обработки данных, которые были этой функции выданы. Вот. Ну, это, опять же, такая чисто теоретическая штука, но, тем не менее, опять же, повторюсь, если вы делаете что-то, особенно если вы делаете что-то мультиплеерное, вам нужно в голове всегда держать мысль о том, что пользователь либо не очень умный, либо, наоборот, слишком умный и захочет всех других обмануть. И, соответственно, нужно делать так, чтобы не очень умные пользователи ничего не сломали, да, и не расстроились из-за этого, и чтобы слишком умные пользователи ничего не могли сломать и очень сильно от этого расстраивались, например. Вот. Такие дела. Теперь давайте вернемся к считыванию данных из input филда. Как мы это можем сделать? Во-первых, давайте посмотрим, как input field работает. Там не бог весь что, но мало ли вдруг кто не знает. В input field у нас здесь есть, во-первых, два ивента. Один срабатывает, когда мы меняем значение в input field. Давайте я сейчас включу, наверное. Когда мы меняем значение данных, которые сейчас в этот input field введены, и второй event, который срабатывает после того, как мы перестаем редактировать этот input field, то есть, например, условно нажимаем Enter. Непосредственно текст, который мы записываем в input field, хранится вот в этой переменной по адресу, получается, inputfield.text. Соответственно, этот текст нам нужно каким-то образом вытаскивать из input field и передавать в player manager. Делать мы это должны, очевидно, после того, как мы перестанем редактировать наше поле. Давайте перейдем в Input Manager сразу. И подумаем, как мы это можем сделать. Мы должны вызывать некую функцию, которая будет вытягивать какие-то данные из input field. Соответственно, давайте для него сразу сделаем поле.
Тоже сериализованное, пусть будет поле. Input field. Только UI надо подключить библиотечку. И получается, назовем функцию, давайте send name. Принимать она должна строчку обязательно в себя. Ну, предположим, name, вот. Но мы имя будем все-таки вытягивать немножечко не таким образом, да? Ой-ой-ой, не то делаю. И здесь мы должны сослаться на input field. Взять текст. И нам его, получается, нужно отправить в Player Manager set player name. Соответственно, мы берем Player Manager. Это у нас, я напоминаю, синглтон, соответственно, мы на него можем сослаться достаточно легко. Set player name. Баба. И все. И теперь давайте, знаете, что сделаем еще? В Player Manager давайте имя игрока. Где оно у нас? Где оно у нас? Вот оно. Давайте его тоже сделаем сериализованным полем, чтобы мы могли его видеть в инспекторе. Так, и получается, что нам остается просто настроить наш input manager так, чтобы он имел ссылку на этот input field непосредственно. Нам нужен input manager. Здесь у нас появляется поле input field. И сюда мы перетаскиваем input field, как ни странно. И в input field мы должны в ивенте, который вызывается после окончания редактирования input field, вызывать соответствующую функцию. Это у нас send name в данном случае. Все, в принципе, должно сейчас работать. Давайте попробуем. Смотрите, подключаемся, пытаемся заспавниться. Имя у нас не установлено, о чем нам, собственно говоря, сообщает консолька. Теперь давайте напишем имечко и попытаемся заспавниться. Бабам, заспавнились. Имя у нас отображается в Player Manager. В Player Manager оно отображается сейчас. Имя у нас отображается в Player Manager, и вот оно, собственно говоря. Это то самое имя, которое мы непосредственно вбивали. Вот. Это у нас теперь работает. Опять же, повторюсь, проверку на имя лучше делать не на клиенте, но мы сейчас для скорости сделали проверку именно на клиенте. Да и проверок там, собственно говоря, в общем-то, практически никаких нет, да, вообще по-хорошему нужно отслеживать, да, что там пользователь записывает и все такое прочее. Ну, вы поняли. И теперь смотрите. В чем сейчас проблема нашего нынешнего прототипа? Давайте я по времени посмотрю, что у нас получается. Так, у нас где-то 2-2,5 часа заложено. Давайте попробуем за оставшиеся за оставшийся, считайте, час, чуть-чуть побольше, может быть, сделать так, чтобы вот это имя у нас существовало не только в Player Manager, который фактически является просто буфером, и после создания игрока может просто нафиг удаляться, да? Давайте сделаем так, чтобы имя из Player Manager перекочевывало непосредственно на игрока, который у нас спавнится. То есть сейчас в классе Player у нас не очень-то много чего есть, да? Хотя достаточно, как ни странно, да? Но давайте еще здесь у нас будет имя. И это имя мы попробуем, если прям вот совсем успеем, попробуем выводить над игроком. Хотя тут уже, скорее всего, мы не успеем, потому что там чуть посложнее. Так, вопросов все еще никаких нет, насколько я могу судить. И давайте, собственно говоря, начнем. Давайте сделаем здесь синквар. Ну, все синквар давайте в одном месте у нас будут находиться. Напоминаю, что синквар это синхронизируемая переменная. Мы же не хотим, чтобы читеры могли менять имя любых других игроков на те имена, которые им вздумаются, да? Поэтому давайте, пусть у нас имя будет все-таки зависеть от сервера, так или иначе. И пусть она будет тоже частной. Пусть это будет строка.
будет называться player name. Так, и теперь давайте посмотрим. Нам, получается, нужно устанавливать имя игроку после того, как он заспавнится, и делать нам это нужно на сервере непосредственно. Даже, наверное, не после того, как он заспавнится, да, а во время спавна, то есть на старте фактически. Давайте сделаем командную функцию, которая у нас будет просить сервер установить имя в переменную игрока. В принципе, все будет работать достаточно быстро, я думаю. Так. Set player name. И здесь, наверное, нам нужен string. И получается, что мы должны записать в player name имя игрока. Теперь давайте подумаем, где мы эту функцию вообще будем вызывать. Так. Вызывать мы ее, скорее всего, должны в player manager непосредственно. При спавне игрока. А нет, у нас ведь игрока-то еще пока что и нет. Пока мы его не заспавнили, у нас его нет. И получить на него ссылку через этот плеер мы тоже не можем, скорее всего. Не так ли? Да, получить мы ссылочку на него не можем. Соответственно, мы должны через плеера ссылаться на плеер менеджер, который у нас в сцене в любом случае существует, не так ли? И записывать туда имя. Причем делать это, скорее всего, нам лучше через сервер непосредственно. Давайте так и попробуем сделать. cmd set player name, а получать мы его должны из player manager. Instance. В player manager у нас есть возможность это имя вообще получить? Ага, давайте сделаем поле. Даже не поле, а property. Так. Public string. Давайте назовем его get player name. Get player name. И у нас здесь в property будет только get, давайте. Чтобы через это публичное свойство мы не могли имя установить. Опять же, в целях безопасности. И все. И возвращать мы должны player name. Так, и получается... Здесь мы это property вызываем. Так, поле сериализованное для имени игрока у нас получается есть. cmd player name у нас есть. Player name у нас синхронизированная переменная. В принципе, должно работать. Давайте посмотрим. Значит, ругается, да? Нет, не ругается. Так, давайте посмотрим на префаб игрока для начала. Здесь появилось поле player name. Давайте подключимся, вобьем имя, заспавнимся и посмотрим на игрока. Все, непосредственно игроку передалось его имя, которое мы записали, и теперь мы можем это имя использовать для каких-то своих целей, неважно для каких. Здесь также может быть не только имя, здесь может быть, к примеру, цвет игрока, здесь может быть его уровень, здесь может быть его скорость условно, да, хотя сейчас у нас скорость для всех игроков одинаковая и задается сервером. Вот. Важно в данном случае что? Важно в данном случае то, что фактически имя мы задали опять же через сервер с помощью командной функции cmd set player name. Из-за того, что переменная player name у нас является синхронизируемой за счет атрибута syncvar, вся эта информация передалась в том числе еще и клиенту. Если мы на сервере опять каким-то образом изменим имя, для чего у нас стопроцентно есть уже функция, да, своя дополнительная, то эта переменная тоже синхронизируется и все будет замечательно.
Вот. Теперь давайте попробуем подумать, как мы можем сделать так, чтобы это имя у нас где-то отображалось. Для начала давайте сделаем просто элемент интерфейса, который будет отвечать за отображение имени в Canvas. У нас будет еще один пустой объект. Назовем его, ну, player stats group, да, но при этом у нас статы у него будут, в общем-то, только в имени заключаться, да, никаких больше других характеристик у игрока, скорее всего, у нас сегодня не появится. Но чисто теоретически можно добавить любые другие характеристики, да. Можно даже placeholder сделать. Давайте сейчас я здесь добавлю, что нам нужно добавить. Нам, получается, нужно добавить текст, и, наверное, он на каком-то фоне должен находиться, и для этого нам потребуется panel. Panel. Panel мы давайте в верхний правый угол повесим. И сюда добавим текст. Так, а чего так криво? Чего так криво? Давайте выравнивание поменяем. И panel у нас уезжает stretch. Нам надо position. И туда. Panel. Давайте вот так поступим. Ну вот так вот, например. Тексту, наверное, shift надо побольше чуть-чуть сделать. И давайте его удалим. Player name panel. Ссылочка на текст нам нужно отдельно, получается, будет вешать. Player stats у нас тоже, получается, должны быть изначально выключены. И давайте сделаем для него тоже переключатель, так же, как мы делали со spawn group элементами. Это мы должны сделать в View Manager. Нет, это не spawn group, это player stats. Здесь просто тоже реализацию скопируем, разве что нам нужно здесь не spawn group контейнер выключать, а сделать дополнительно поле, тоже сериализованное, для player stats группы. Так, здесь у нас toggle работает. Давайте подумаем, когда он у нас должен включаться. Включаться он у нас должен после того, как игрок заспавнится. Соответственно, это делаться должно в Player Manager. Так. Player Stats. Toggle. И получается, что давайте... Так. Давайте еще попробуем добавить здесь функцию перезаписанную еще одну, которая у нас будет срабатывать после того, как у нас клиент отсоединяется. И пусть там срабатывает базовый функционал, если он есть. Нас сейчас интересует отключение группы элементов интерфейса, которая отвечает за статы игрока. Так, давайте вот это дело потестируем, посмотрим, как это будет работать. Имя, точно.
Так, мы не добавили, кажется, не в input manager, а сюда. Да, player stats мы не добавили. Вот, все замечательно появляется, но имя у нас пока что не отсылается сюда совершенно никак, но это совсем не проблема на самом деле сделать. Сейчас... да, еще самое главное, не потестили. Самое главное, при отключении от сервера, что у нас будет происходить с этой панелькой? Там? Ага, не отключается. Почему так? Ага. Какую командную функцию он у нас вызвал? Интересно, интересно. Так, давайте смотреть. Стоп client, стоп client. Давайте-ка попробуем вот так сделать. Интересно. Так, а давайте-ка здесь дебаг сделаем на всякий случай. Попробуем разобраться, что не так здесь. Стоп-хост, это же не... Все, сейчас давайте билд сделаем. Если мы делаем хост, мы же фактически не отсоединяемся от сервера, мы сразу вырубаем нафиг сервер. У нас, соответственно, срабатывает вообще не та функция немножечко. Так, и давайте у нас Unity будет сервером. А запущенное приложение будет клиентом. Добавились, появилась панелька, и панелька убралась. Все. Тут главное, да, главное не запутаться в этой вот... Mirror это как двуликий Янус, да, тут главное не запутаться в том, кем, собственно говоря, сейчас копия приложения является. Является ли она сервером, является ли она клиентом, либо она является хостом. Хост это фактически... сервер и клиенты вместе сразу, для него просто срабатывают все, в общем-то, правила, характерные для сервера и для клиента, но как бы вот, да, on-client disconnect здесь не срабатывает, здесь срабатывает другая функция, ее даже, наверное, можно поискать, это, скорее всего, это on-сервер что-то там, давайте посмотрим. Override void, сервер, скорее всего, disconnect, И давайте вот это сделаем. Нет. Так, и давайте посмотрим. Сейчас на хосте это должно сработать. Так, имя. Все, замечательно, работает. Он, впрочем, ругается на CMDM в Player, но это опять же из-за того, что он пытается вызвать функцию движения на объекте, который уже исчез. Это проскакивает буквально в один кадр. По-хорошему можно сделать проверку, но это не фатальная вещь совершенно. Так, хорошо. Теперь давайте у нас чатик. Да, билд на Android можно сделать и подключаться на сервер также можно. Там все также абсолютно работает. То есть у вас появляется тоже вот такой вот хат.
если вы его добавляли, да, и все, можно спокойно тестить. Там только с настройками роутера нужно будет разбираться, то есть если вы будете не localhost использовать, а если захотите подключаться по адресу, то там, ну, настройки условно должны быть хорошие, вот, IP-адрес должен быть подходящий, но это уже немножко другой вопрос. А так, да, с телефона это все абсолютно так же хорошо работает. Стрим подтормаживает, да, но как бы тут уж куда деваться. Шпульки Ростислав, хорошо, хорошо. Так. Что мы дальше хотели сделать? Мы дальше хотели сделать так, чтобы в панельке в углу экрана появлялось имя игрока. Это вообще должно делаться тоже достаточно легко. Так, я немножко подзабыл, что я делал. Так, секундочку, где у нас это поле находится? Получается, что нам нужно получить ссылку на вот это текстовое поле. Это текстовое поле у нас, скорее всего, должно находиться в UE-менеджере, что было бы достаточно логично. Да? Давайте для него сделаем ссылочку. UE-менеджере. Так, это у нас контейнер. Давайте их как-то сгруппируем между собой. И опять же сделаем регион. Назовем его, не знаю, UE-groups. И даже закроем его, чтобы не мешался. Так, и давайте сделаем, получается, поле для текстового компонента. Это у нас должно быть, скорее всего, сериализованное поле тоже. Это нам нужен текст, выходит. Да что такое? Тоже надо библиотеку подключить еще. Текст, это будет name, вот так назовем, name field. И сюда мы добавим это текстовое поле. Вот. Теперь мы можем на него сослаться без проблем. Давайте в UE-менеджере тоже сделаем функцию для установки имени игрока. Здесь у нас будет он принимать string. И получается, что мы берем наш текстовый компонент nameField.text и равно el. Киек. И теперь нам нужно эту функцию будет откуда-то вызывать. Откуда нам ее сподручнее вызывать? Давайте подумаем. В Player Manager, наверное, этого делать. Ну, кстати, это можно сделать и в Player Manager. Мы же фактически будем игрока спавнить, да? Потом выключаем ненужные нам группы, включаем нужную группу, а после этого идем в UE-менеджер и делаем instance. И setPlayerName. UE-PlayerName, да. Так как у нас Player Manager выступает, опять же, буфером, он содержит в себе имя игрока. Мы его можем просто взять и отправить. Давайте проверим. Все, работает. Так, по времени у нас немножко осталось. Вот я не уверен, что мы сейчас прямо успеем это сделать. Но давайте сейчас с вами... Так, что по времени прям точно? Наверное, не успеем. Ну, давайте попробуем сделать так, чтобы у нас был некий объект, который находится над шариком, и туда тоже проецируется имя игрока непосредственно. То есть понятно, что вот здесь в этом поле мы будем видеть имя конкретного игрока, который подключился сейчас, да, то есть каждый игрок будет видеть свое имя, да, но имена других игроков он будет видеть с помощью парящего объекта, который будет постоянно смотреть в камеру. Вот, я вот честно не уверен, что мы сейчас успеем это сделать. Скорее всего, не успеем, да? Но хотя бы какую-то базовую реализацию, скорее всего, успеем. Все должно будет быть хорошо. Давайте для начала попробуем модифицировать наш объект. Смотрите, я тут сразу предупрежу об одном подводном камне небольшом. Я сейчас сделаю вот каким образом это все. Я открою префаб.
И сделаю здесь canvas, получается, canvas. И сделаю его world space. А потом буду его уменьшать. Ну и повешу его над шариком. Ну вот примерно вот таким образом. И здесь я добавлю текст, текстовый компонент. Шрифт у него будет пусть белый, чтобы было видно. Size мы увеличим. Здесь, наверное, нужно еще будет увеличить. Там. Ба-бам. Так, вот смотрите, имя примерно вот таким образом будет отображаться, но минус такого подхода сразу заключается в чем? Давайте сразу посмотрим. У нас шарик, ну давайте я прям даже это проиллюстрирую. У нас шарик передвигается с помощью толкания, да, фактически у нас физичный. Вот когда мы шарик толкаем, то имя вместе с шариком будет у нас крутиться. Это не очень-то и хорошо. Вот, но чаще всего вот такой подход, который я сейчас буду демонстрировать, его бывает достаточно. По той простой причине, что ну, не так часто делаются игры с шарами, которые катаются физически, да, будем честны. Чаще всего у нас есть персонаж, да, который находится в неком контейнере, который уже передвигается по уровню. Даже если он физичный, скорее всего, он не крутится вокруг своей оси постоянно. Вот. Мы по-хорошему должны бы были это, наверное, сделать отдельным объектом, который спавнится вместе с игроком и просто постоянно его позицию принимает в каждом кадре. Вот. Но вот, повторюсь, мы сейчас, наверное, сделать не успеем, потому что у нас осталось совсем мало времени. Мы сейчас, наверное, успеем сделать просто только так, чтобы здесь имя, собственно говоря, полноценное появлялось, да, в текстовом компоненте. Реализацию вот того принципа, про который я рассказал, можете взять в качестве домашнего задания, скажем так. Это делается через зарегистрированные префабы. По крайней мере, я так все-таки предполагаю, что это было бы оптимальнее всего. В Network Manager, вот здесь вот он у меня кастомный, но как бы и в обычном это тоже все есть. Есть вот такой вот лист, список, зарегистрированные префабы, которые можно заспавнить. Registered spawnable prefabs. Вот, здесь можно добавить префабы разного рода, ну, например, табличку с текстом, которая находится над объектом. И вот эти вот префабы, они добавляются в этот список для чего? Они добавляются в этот список для того, чтобы приложение не подгружало их на рантайме. То есть, если мы добавляем префаб в этот список, то оно уже после запуска игры будет подгружено. Если мы захотим его заспавнить каким-то образом, да, то у нас на это уйдет буквально доли секунды. Фактически это просто будет обычный instantiate, функция instantiate. А если мы говорим непосредственно про спавн объектов в мирроре, да, то спавн в данном случае понимает не только и даже не столько создание объекта непосредственно. Спавн здесь подразумевает создание копий объектов для всех клиентов. То есть фактически спавн любого объекта, будь то враг, будь то, например, турелька какая-нибудь, которую персонаж поставил, да, спавн происходить должен в любом случае на сервере, но при этом здесь в мирроре реализована система, которая позволяет спавнить эти объекты, которые появились на сервере, еще и на всех клиентах, и при этом их синхронизировать. Соответственно, для этого есть тоже функция, она так и называется спавн, как ни странно. Делать это просто надо на сервере непосредственно, по-моему, через Network сервер. Вот. И еще достаточно важный момент. Есть такая штука, называется авторитарность. Это право владения объектом в сети. То есть, если, например, мы спавним просто какого-то врага, например, да, то, скорее всего, игроки этим врагом владеть не должны совершенно никоим образом. Враг сам по себе, он игроков атакует, а игроки пытаются его победить. Но если у нас игрок спавнит на сервере турельку свою, да, автоматическую, которая стреляет по врагам, а игроков не трогает, да, тогда он должен этой турелькой, скажем так, владеть. Соответственно, за владение непосредственно объектом отвечает так называемый параметр authority. И, например, в Network Identity, да,
параметр Network Identity. Нет, вру, не в Network Identity, в Network Transform. И, например, в Network Rigid Body есть такая галочка, как Client Authority. Мы можем поставить владение объектом для игрока какого-то конкретного, используя его соединение. Но это уже чуть более сложная штука, которой мы совершенно точно касаться сегодня не будем, да, тем более, что она, скорее всего, не потребуется все-таки для таблички игрока, хотя было бы, наверное, неплохо. Вот, но я что-то отвлекся, у нас 10 минут осталось фактически. Давайте вот что сделаем. У нас сейчас у игрока есть текст с именем. Что ж такое? И давайте, наверное, в скрипте игрока player просто сделаем поле, получается, и оно, скорее всего, будет, давайте оно будет частным и тоже сериализованным. Это тоже будет текст, соответственно, нам нужно подключить библиотечку. Текст. Private text. Назовем его name text. И получается на старте игрока мы должны это имя отправлять. Давайте вот сделаем на всякий случай вот так, потому что у нас сначала должно происходить все, что на сервере, потом все, что должно происходить на клиенте. И не туда, не тудыть, не тудыть. И имя персонажа, напоминаю, у нас сейчас устанавливается на сервере через командную функцию. Получается, что после того, как у нас командная функция что-то сделала, в данном случае установила имя, мы должны сообщить клиенту о том, что он должен это же имя установить себе в табличку над головой. Давайте сейчас попробуем с вами посмотреть, как работает client RPC. Это атрибут, который схож с атрибутом команд, но, как я говорил, атрибут команд позволяет нам указать, что эта конкретная функция должна вызываться только исключительно на сервере. Противоположность этому атрибут client RPC говорит нам о том, что функция будет вызываться для всех клиентов по указке сервера непосредственно. Как это мы можем реализовать? Так, смотрите, cmd set player name у нас есть, соответственно, давайте сейчас сделаем client RPC. И сделаем функцию, она тоже пусть будет публичный, public void. Здесь обязательно поставить 3 буквы RPC по аналогии с 3 буквами CMD. Это прям очень важно, иначе он будет вам ошибку выдавать. И получается set, как это, ну, назовем visible name будет. И тут тоже пусть будет string у нас. И получается, что мы должны брать вот этот текст, name text, текст, и он должен у нас быть pl name. То есть мы информацию берем из аргумента, который мы отправляем в эту функцию. И эта функция у нас должна вызываться в функции командной. То есть мы вызываем командную функцию, которая вызывается на сервере. После того, как она у нас срабатывает, да, мы вызываем функцию RPC set visible name. И отправляем туда player name непосредственно. Чисто теоретически мы могли бы реализовать вот этот вот функционал немножко по-другому, так как у нас имя игрока и так уже синхронизируется с сервером, и нам не обязательно заставлять игрока получать эту информацию от сервера во второй раз, да? Но для того, чтобы посмотреть, как работает клиент RPC, я думаю, это будет полезно. Есть еще Target RPC. Target RPC это такая же штука, как клиент RPC, но она срабатывает на одном каком-то конкретном клиенте. Соответственно, вам нужно будет обязательно указать connection, соединение
приложения с конкретным клиентом, на котором вы хотите функцию вызвать. Это может быть полезно, если вы хотите, чтобы, например, какие-нибудь эффекты проигрывались только для одного игрока. Ну, не знаю, что вы делаете. Представьте, что вы делаете какой-нибудь шутер, зомби-шутер, в котором есть, опять же, плевальщица какая-нибудь из Left 4 Dead, да, которая плюется в игрока. Вот она плюнула в игрока, да, сервер это отследил, и если она в игрока попала, он может у этого конкретного игрока на лице вызвать там, я не знаю, какой-то элемент интерфейса, который похож на стекающую слизь или что-то в этом роде. Вот. Ну, вот такой вот может быть пример, очень, очень приблизительный. Но в целом, как бы Target RPC и Client RPC вот работают одинаково абсолютно. Разве что для Target RPC нужен конкретный connection. Так, и получается, что нам достаточно сейчас просто игроку добавить ссылку на текст. Текст, да и получается все. Если я ничего не упустил, все должно работать. Все, работает. Вот, но опять же, как я уже говорил, лучше немножечко по-другому это реализовать, но в целом вот работает это примерно вот таким все образом. Давайте 5 минуток на какие-то любые возможные вопросы и будем потихонечку закругляться. Mirror штука такая достаточно глубокая, тут много информации, вот, но основы самые я рассказал, постарался захватить что-то чуть более уже комплексное. Если что, внимательно вас слушаю. Через 5 минуток буду стрим выключать.
Ну, раз вопросов нет, то, в принципе, всем спасибо, всем пока. А, Регион вот здесь спрашивали, если мой, то Самарская область. Вот, мне, если что, можно писать ВКонтактике. Вот, я Андрей Жигунов, меня, в принципе, я думаю, несложно будет найти. Все, можно вопросы задавать туда, если что, вдруг постараюсь помочь. Все, всем спасибо, всем пока.